Дорогие слушатели, для вас публикуется новая книга. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Приятного прослушивания. Меня убила благодарность. Не в переносном смысле, не «ах, как трогательно, сейчас расплачусь», а в самом прямом. Меня угостил ученик. Если быть точной, угостил меня рыбой фугу. Меня звали Нина, я была шеф-поваром. 20 лет у плиты. 100 килограммов авторитета, опыта и привычки говорить таким голосом, что даже омары в кастрюле начинали вести себя прилично. Я пережила 3 банкета на 300 персон, 2 владельцев ротозеев, 7 проверок, 14 идиотов-поставщиков и одного критика, который назвал мой соус смелым. Я знала о рыбе все. Я умела выбирать ее по глазам, жабрам, запаху и выражением лица продавца. Я могла снять филе так, что кость чувствовала себя лишней в этом мире. И именно поэтому, когда мой ученик, юный дар кулинарной катастрофы, подал мне тарелку и сказал: «Шеф, это для вас, я хотела вас удивить», я должна была встать и уйти. Но я не ушла. Потому что гордость – страшная вещь. Особенно у шефа, который 20 лет учил людей не бояться сложных продуктов. Я попробовала. Сначала ничего не произошло. Потом онемели губы, потом язык. Потом я посмотрела на ученика, который сиял так, будто уже написал мемуары под названием «Как я учился у великой Нины», и подумала: вот же талантливый мерзавец. «Шеф», — пискнул он. Я хотела ответить: «Если выживу, уволю», но не успела. Мир качнулся, кухня поплыла, а затем наступила тишина. Так я умерла. А потом кто-то вылил мне на лицо ведро сырого, холодного, пахнущего рыбой воздуха, и я воскресла. Первой мыслью было: если это рай, я подам жалобу. Второй: если это ад, то у них проблемы с вентиляцией. Я открыла глаза. Пахло прокисшим пивом, мокрой древесиной и луком. Под щекой была солома. Я села и сразу поняла, что новости плохие. Во-первых, это было не мое тело. Во-вторых, на мне было платье, серое, линялое. И в-третьих, я лежала в подвале. «Великолепно», — сказала я. «Сначала меня отравили, потом обокрали, а теперь еще и переодели». «Не обольщайся, красавица», — раздался тонкий голос сверху. «В это тряпье жизнь тебя упаковала бесплатно». Я подняла голову. Под потолочной балкой, завернувшись в собственные крылья, висела летучая мышь. Маленькая, темная, с ушами, как 2 злорадных паруса, глазки-бусинки, но выражение у них было такое, какое бывает у мелких ростовщиков. Летучая мышь почесала лапой шею, расправила одно крыло, посмотрела на меня и сказала: «Если будешь так таращиться, я начну брать плату за представление». Я молча посмотрела на нее и потом сказала единственное разумное, что могла. Либо я умерла не до конца, либо рыба была с сюрпризом. «Ни то и ни другое», — отозвалась мышь, «хотя второе было бы веселее». «Ты умеешь говорить? А ты нет, что ли? Пока вполне справляешься». Я зажмурилась, потом открыла глаза, а летучая мышь не исчезла. Наоборот, качнулась, отпустила балку, спланировала вниз и уселась на бочку прямо передо мной. Размером она была примерно с очень наглого кота, только с крыльями. «Ну?» – спросила она. «Визжать будешь? Падать в обморок? У людей после сильного удара обычно богатая программа». «Я не такая», – автоматически ответила я. «Уже заметил. Любая нормальная девушка, очнувшись в подвале, сначала плачет, а ты ищешь виноватых». «Практика большая. Ты кто?» «Дракоша». «Это имя?» «Это бренд».
Для летучей мыши ты слишком самоуверенный. А для женщины, лежащей на гнилой соломе, ты слишком придирчивая. Я медленно поднялась на ноги. Голова закружилась, пол покачнулся. Желудок попытался напомнить мне о фугу, но я объяснила ему, что у нас сейчас кризис, и личные капризы временно отменяются. Подвал оказался еще хуже, чем я предполагала. Мокрые каменные стены, в углу мешки с когда-то чем-то съедобным, две бочки, ступеньки наверх и запах кухни. Старый, но все еще узнаваемый. Я вдохнула глубже. Рыба, лук, кислое вино, горелый жир и бедность. Я закрыла глаза на секунду. Для повара кухня всегда говорит первой. Даже если ты ее не видишь. Она тебе уже пожаловалась, соврала и попросила денег. «Где я?» – спросила я. «В подвале таверны «Старый якорь». «А выше?» «Таверна «Старый якорь». «А кто я?» «Это сложнее», – признал Дракоша. «По имени Лина, по положению кухонная девка, по достатку почти покойница. По характеру раньше была тише воды. Теперь, похоже, это уже не актуально». «Лина. Прекрасно. А где прежняя владелица тела?» Дракоша склонил голову на бок. «Вот сейчас не очень хочется соврать, но ты выглядишь как человек, который бьет сковородкой, не разбираясь. Так что, честно, не знаю. Вчера тебя столкнули с лестницей. Ты приложилась головой, не шевелилась пару часов, а потом открыла глаза и начала смотреть по сторонам так, будто оцениваешь, сколько человек можно накормить одной луковицей». «И сколько?» «Судя по твоему лицу, 42 и еще соус». «48, если хлеба не жалеть». Дракоша прищурился. «А вот это уже интересно». Я подошла к лестнице, держась за стену. Ноги были чужие, тело непривычно легкое. И меня это раздражало. Я привыкла входить в помещение так, будто оно уже мое. А сейчас чувствовала себя так, словно сильный ветер может унести меня вместе с платьем и остатками достоинства. Дверь наверху была приоткрыта. Из щели тянуло холодным светом и звуками зала. Скрип стульев, чей-то кашель, недовольный мужской голос. «Кто меня столкнул?» – спросила я. «Хозяин». «Почему?» «Потому что ты пролила похлебку на сапог его постоянного клиента». «А я почему пролила?» «Потому что этот постоянный клиент ущипнул тебя за ту часть тела, за которую приличные мужчины платят, а неприличные получают по рукам». «И я его облила?» «Да». «Тогда я уже люблю эту Лину». «Поздновато», — заметил Дракоша. Я поднялась по лестнице и осторожно выглянула в щель. Таверна была маленькая, темная и унылая, как чужая неудачная жизнь. 6 столов, пятна на стенах, мутные окна. За стойкой стоял толстый мужчина с лицом человека, который считает обсчет клиентов формой предпринимательского таланта. Я втянула воздух еще раз и застыла. На кухне горела рыба. Не фигурально, в прямом смысле. Кто-то поставил на огонь хорошую жирную морскую рыбу и сейчас превращал ее в уголь. «Нет», — сказала я. «Что нет?» — не понял Дракоша, спорхнув мне на плечо. «Нет, это преступление!» «Тут вообще много преступлений, в основном финансовых». «Рыба!» – прошипела я. «Они убивают рыбу!» Дракоша внимательно понюхал воздух. «А, ты из этих!» «Из каких этих?» «Из больных кухней!» Я распахнула дверь и вошла. Вот так. Только что очнулась в чужом теле в неизвестном городе, без денег, документов, с говорящей летучей мышью на плече, и все равно пошла спасать рыбу. Некоторые вещи сильнее здравого смысла. На кухне было трое. Мальчишка с ножом,
Кухарка и повар, который одновременно жег рыбу, пил из бутылки и чесал живот. Я оценила это сочетание и сразу поняла. Заведение гибнет не от конкурентов. Оно гибнет от естественного отбора. «Убери с огня», — сказала я. Все трое обернулись. Повар уставился на меня мутным взглядом. «Ты жива?» «Как видишь, рыбу убери». «С какой радости?» «С той, что она не виновата». Он хмыкнул, хотел что-то сказать, но я уже была у плиты. Сковорода зашипела, масло плюхнулось, запах горелого ударил в нос. Я схватила тряпку, сдвинула рыбу, убавила огонь, отодвинула сковородку и только потом поняла, что делаю это все чужими руками. Быстрыми, ловкими, но непривычными. Как будто мне выдали новый набор ножей, хороший, но не отбалансированный под ладонь. «Ты чего творишь?» — взревел повар. «Работаю», — отрезала я, — «в отличие от тебя». Кухарка открыла рот, мальчишка застыл. А дракоша, сидя на полке под потолком, почти ласково произнес: «О, началось!» Повар сделал шаг ко мне. «Ты кто такая, чтобы...» «Человек, который сейчас спас твою рыбу», — сказала я. «И если в этом доме еще осталась хоть капля профессионального стыда, ты отойдешь в сторону и дашь мне посмотреть, что тут вообще можно есть без...» Он шагнул ближе. Я прищурилась. В прежней жизни на такие случаи у меня был половник. В этой только взгляд. Но иногда и этого хватало. «Отойди», — повторила я. И он, к моему полному удовлетворению, отошел. Я повернулась к столу. Там лежали 2 луковицы, морковка, кусок сельдерея, корзина мелкой рыбы, которую здесь явно презирали за размер, и кастрюля мутного бульона. И тогда я поняла 2 вещи. Первая – это кошмар, и вторая – из этого можно сделать потрясающую похлебку. Я улыбнулась, кухарка перекрестилась. Видимо, зря, потому что никакая святая сила не спасет кухню, если в нее вернулся настоящий шеф. «Ты!» – ткнула я пальцем в мальчишку. «Чистишь рыбу. Аккуратно. Ты!» – это кухарки. «Режешь лук мелко, небольшими кусками. Ты!» – я посмотрела на повара. «Просто не мешай. Сегодня это будет твой главный вклад в гастрономию». «Да кто ты такая?» – возмутился он. Я взяла кастрюлю, понюхала бульон, поморщилась и ответила: «Твоя последняя надежда заработать на этой дыре хоть одну приличную монету». С полки раздался довольный голос дракоши. «Вот теперь верю. Вот теперь ты мне нравишься». Я не стала отвечать. Я уже резала лук. Потому что, как ни странно, жизнь снова обрела смысл. Она, конечно, была отвратительная, чужая, голодная и пахла сырым подвалом, но в ней была кухня, рыба, огонь, нож и возможность доказать всем присутствующим, что даже из нищеты, мелкой рыбы и плохой посуды можно сварить нечто такое, ради чего люди начнут возвращаться. А если повезет, еще и платить. И вот тогда, посреди чужой грязной кухни, под насмешливое попискивание говорящей летучей мыши, я впервые подумала: ладно, не умерла, значит, открою свой ресторан. Есть вещи, которые нельзя доверять пьяным мужчинам. Например, лошадей, деньги, политику и уж точно рыбу. Пока местный повар пыхтел от оскорбленного самолюбия, я быстро перебрала то, что лежало на столе. Мелкая морская рыбешка отличная, лук дрянной, коренья уставшие. «Нож», — сказала я. Мальчишка протянул мне нож так, словно вручал корону. И вот тут случилось первое настоящее чудо моего нового существования. Стоило ножу лечь в ладонь, как мир встал на место. Да, руки были чужие, но движение оказалось точными, пальцы слушались, запястье работало мягко.
Лук пошел мелким кубиком, сельдерей тонкой соломкой, морковь в честную аккуратную нарезку. «Ты умеешь?» — потрясенно спросил мальчишка. «Нет», — сказала я, — «просто угрожаю продуктам взглядом, и они сами организуются». Дракоша сверху деловито заметил. «Впечатляет! Если начнешь так же действовать на кредиторов, я готов в тебя вложиться». «Чем?» — буркнула я. «Крылом?» «Информацией. Она иногда дороже денег, особенно если денег у тебя нет». «С этим не поспоришь». Я процедила бульон и поставила новую кастрюлю. На дно немного жира, лук до прозрачности, коренья, потом кости и головы от мелкой рыбы, немножко воды, медленный огонь, спокойствие, порядок и терпение. Готовка всегда успокаивала меня. «Хлеб нарежь и подсуши», — бросила я мальчишке. «А соль?» — спросила кухарка. «Будет, но в конце. Соль не замена уму». Повар фыркнул. Я даже не повернулась. «Если тебе хочется полезности, можешь почистить котел. Хотя нет, не трогай, вдруг испортишь». У мужчины есть удивительный талант. Они готовы мириться с женским умом, красотой и даже успехом, если все это происходит где-нибудь подальше от них. Но как только женщина на их глазах делает что-то лучше, у них начинается сложный внутренний процесс, который внешне выглядит как оскорбленное сопение. Этот сопел. Минут через 20 запах в кухне начал меняться. Она запахла едой, настоящей. В зале кто-то потянул носом, потом еще кто-то. Потом я услышала, как за дверью смолкли разговоры. «Что это?» — шепотом спросила кухарка. «Надежда», — сказала я. «И немного рыбы». Я процедила бульон, добавила туда филе, пару кусков белой рыбы, немного сливок, щепотку трав, перец, соль. Осторожно, без хамства. Потом растерла часть овощей, чтобы получилась та самая густота, которая делает похлебку не жидкостью, а супом. Попробовала, закрыла глаза. Да, не идеально. До идеала мне не хватало нормальных продуктов, приличной посуды, хорошего белого вина и мира, в котором ученики не травят шефов фугу. Но это было уже очень-очень хорошо. «Ложки», — сказала я. Кухарка подала. Я разлила 3 порции, а одну сунула мальчишке. «Пробуй». Он посмотрел на меня так, будто я предложила ему жениться. «Я?» «Конечно, ты». Он глотнул и замер. «Святые сети», — прошептал он. «Без святых», — сказала я. «Просто не переваривай рыбу». Вторую ложку я сунула кухарке. Та попробовала, всплакнула и посмотрела на меня с ужасом. «Это дорого на вкус». «Замечательно. Значит, будем продавать втрое дороже, чем оно нам обошлось». И тут дверь в кухню распахнулась. На пороге стоял хозяин таверны. Толстый, красный, с лицом, будто ему с детства обещали жизнь лучше, но вышло как вышло. За ним маячил клиент в хороших сапогах. Видимо, тот самый любитель хватать девушек за все, что плохо лежит. Хозяин ткнул в меня пальцем. «Ты? Я же велел выкинуть тебя на улицу!» «Поздравляю», — сказала я. «Ваши распоряжения здесь исполняются так же плохо, как и готовят». Он открыл рот, потом закрыл, потом втянул носом воздух. И тут произошло то, ради чего, собственно, и живет кухня. Запах добрался до того места в человеческом мозге, где заканчиваются претензии и начинается чистый животный интерес. Хозяин моргнул, повернулся к котлу. «Это что?» «Ваш шанс не разориться», — сказала я. Клиент в сапогах уже пытался заглянуть мне через плечо. «Дайте попробовать», — сказал он. «Не дам», — ответила я. «Почему?» «Потому что женщин за задницу хватают либо покойники, либо самоубийцы. Вы пока не определились,
но я готова помочь». Хозяин побагровел. «Да как ты смеешь?» «Смею, как человек, который только что сделал вам блюдо, ради которого люди станут приходить сюда добровольно. А теперь вы либо отойдете, либо я уйду вместе с котлом». Он перевел взгляд с меня на котел, с котла на меня, а потом на клиента. Клиент уже принюхивался. Алчность– прекрасный аргумент. Гораздо надежнее морали. «Дай попробовать», – коротко сказал хозяин. Я налила 2 маленькие миски. Хозяин попробовал первым и затих. Надо отдать ему должное. Выглядел он человеком без вкуса, а оказался человеком с жадностью, превосходящей глупость, то есть пригодным для переговоров. Клиент в сапогах выхлебал свою порцию так быстро, что я даже обиделась за качество подачи. «Еще!» – потребовал он. «Полная порция 3 серебряных», – сказала я. «3? За рыбу?» «За умение сделать так, чтобы вы попросили добавки». «Даю 2». «4», – сказала я. «Ты с ума сошла?» «Теперь 5». «Ладно, 3», – рявкнул он. «Вот и отлично. Видите, как еда помогает людям становиться лучше?» Через час не осталось ни одной порции. А через 2 часа у меня была 1 пустая кастрюля, 1 больная голова, 1 заискивающий хозяин и 1 очень неприятное ощущение, что я только что впуталась во что-то крупное. Потому что к вечеру в таверну пришел он. Тот самый мужчина, которого позже я научилась узнавать еще до того, как слышала его шаги. По тишине, которая входила вместе с ним. Потому как хозяин моментально переставал чесаться и начинал кланяться. Высокий, черное пальто, серебряные пряжки на перчатках. Он остановился у двери, медленно оглядел зал и сказал: «Я слышал, здесь сегодня подают съедобную еду». «Ваше сиятельство!» – пискнул хозяин. Я обернулась и впервые увидела графа Дроу. Он посмотрел на меня так, словно я была пятном на его фамильном серебре. А я посмотрела на него так, словно он был клиентом, который сейчас либо заплатит, либо нет. Нас обоих это, кажется, удивило. «Похлебка закончилась», — сказала я. «Осталась 1 порция для того, кто умеет есть молча». Хозяин сделал звук, похожий на приступ. Граф чуть поднял бровь. «Вы, должно быть, новая ошибка этого заведения». «А вы, должно быть, старый клиент, которого здесь слишком долго терпели». «Вы разговариваете дерзко для служанки». «А вы высокомерны для человека, который пришел за супом». Он молча протянул мне пустую миску. Я налила последнюю порцию. Он попробовал, ничего не сказал, потом съел 2-ю ложку, 3-ю. В зале стояла такая тишина, будто все ждали приговора. Наконец граф поставил миску на стойку и сказал: «У вас ужасные манеры». «А у вас подозрительно пустая миска». Он посмотрел на миску, будто она его предала, а потом снова на меня. «Кто вы?» «Та, кто только что спасла эту дыру от гастрономической смерти». Он чуть наклонил голову. «Завтра в полдень принесите мне договор. Если у вас, конечно, хватит ума сформулировать, во что именно я готов вложить деньги». И ушел. А я стояла, сжимая половник. Хозяин стоял как человек, которому только что пообещали рай, но он не расслышал условий. Дракоша мягко спланировал мне на плечо и сказал в самое ухо: «Поздравляю, ты еще не открыла ресторан, а уже обзавелась инвестором, врагами и мужчиной, который смотрит на тебя так, будто хочет либо купить, либо поцеловать. А иногда это одно и то же». «Я тебя ненавижу», — сказала я. «Взаимно», — ответил он довольно. «С этого и начинаются лучшие партнерства». Утро началось с долгов.
Я считаю это крайне неудачной привычкой мира. Начинать утро чем угодно, кроме кофе. Но в моем новом городе кофе не водился. Зато водились кредиторы, грязная бухгалтерия и люди, которые считали, что если девушка упала с лестницы и не умерла, то можно заставить ее отрабатывать это счастье без жалования. Хозяина таверны звали Брок. Он встретил меня у стойки с лицом человека, который весь вечер считал выручку и всю ночь пытался понять, почему раньше не додумался налять кого-то вроде меня за миску похлебки. «Значит так, Лина». «Нина», — сказала я. «По бумагам ты Лина». «Я Нина». Он поморщился, но решил не спорить. «Граф Дроу не шутит. Если он велел принести договор, значит, нужно принести. Только я не понимаю, о чем вообще речь». «О том, что ваша таверна умирает, и довольно неэстетично. И если вы хотите не просто протянуть до осени, а заработать, нужно перестать быть дешевой дырой с кислым пивом и стать местом, куда люди идут за рыбой». «Рыба дорогая». «Нет, неправильно купленная и отвратительно приготовленная». «А ты прям все знаешь». «Да». «И это сильно облегчает нам разговор». Дракоша висел на перекладине над стойкой и делал вид, будто чистит крыло. Хотя на самом деле слушал с выражением профессионального интригана. «Ты ему скажи про порт», — вставил он, «про ночные торги, про лодочников, которые сбывают мелочь за бесценок, если платить сразу». Брок поднял голову. «Опять эта тварь». «Эта тварь», — обиделся Дракоша, «в отличие от тебя знает, где в этом городе лежат деньги. Обычно у других людей, но с этим мы еще поработаем». Я присела за стол, притянула к себе старую счетную книгу и чуть не расплакалась. Там было все. Хаос, пятна пива, долги пекарю, мяснику, прачке, налоговому сборщику. Долги человеку с пометкой «не злить». «Это кто?» – спросила я. Брок кашлянул. «Ростовщик». «А почему просто не написать «опасный человек»?» «Места не хватило». Я закрыла книгу и несколько секунд дышала медленно, потому что очень хотелось биться головой о стол. «Хорошо», — сказала я, — «что у нас есть?» «Таверна». «Полуразвалившаяся». «Кухня». «Убитая». «Печь». «Рабочая». «Поставщики». «Которые вас ненавидят». «А ты умеешь поддержать», — обиделся Брок. «Я умею не врать». И тогда я сделала то, что всегда делала в самые тяжелые моменты прежней жизни. Начала строить систему. Ресторан – это не вдохновение. Это таблица, логистика, списание, скорость оборота стола, себестоимость. И один человек, который орет так убедительно, что остальные начинают работать быстрее. Последний пункт я могла обеспечить лично. «Значит так», — сказала я, — «мы делаем ставку не на мясо, не на пиво и не на случайных пьяниц. Мы делаем рыбный дом». Брок уставился на меня. «На что?» «На место, куда идут за рыбой. Утром матросы за сытной похлебкой, днем торговцы за горячими блюдами, а вечером господа, которым внезапно захочется попробовать что-то модное и при этом якобы простое». «Господа сюда не пойдут». «Если сюда будет ходить граф Дроу, пойдут все. Люди готовы есть даже водоросли, если думают, что это едят аристократы». «А если граф не придет?» – мрачно спросил Брок. «Придет», – сказала я. «Он уже пришел. Значит, ему было интересно. А интерес – это половина зависимости». Дракоша фыркнул. А остальная половина – соль, жир и своевременно задетое самолюбие. Я открыла счетную книгу, перевернула на чистую страницу и начала писать. Похлебка, жареная мелкая рыба с травами, пирог с рыбной начинкой и луком, паштет из копченой рыбы, бульон для рабочих, запеченная белая рыба для господ,
Соленая сельдь. Дешево, быстро, в оборот. Это все из того, что дает порт, сказала я. Мы не будем покупать красивое. Мы будем покупать вкусное и вовремя. А красивым его сделаю я. И что тебе нужно? Деньги, уборка, нормальные ножи, 2 новые скатерти хотя бы для вида. И человек, который умеет считать лучше, чем пьет. Такого нет. Значит, будет дракоша. Я? Удивился тот. Я, между прочим, делец, а не бухгалтер. Ты только делаешь вид, что разницы нет. Ладно. Он гордо расправил крылья. Но если кто-то будет должен нам денег, кусать буду за уши по двойному тарифу. К полудню я уже несла графу Дроу не договор, а план. В этом была вся я. И если мужчина просит бумагу, неси ему не бумагу, а будущее, в котором он выглядит особенно умным за то, что вовремя с тобой связался. Особняк графа стоял на холме над портом. Камень, черные ставни, узкие окна, двор без единой лишней травинки. На входе меня попытался остановить дворецкий. «Графу нельзя без приглашения». «А с договором?» – спросила я. «Простите. Передайте, что пришла женщина с похлебкой и предложением заработать». Дворецкий ушел. Вернулся через минуту. «Граф примет вас». Кабинет графа был таким аккуратным, что мне захотелось нарочно положить на стол пучок укропа. Просто чтобы проверить, умеет ли это лицо выражать настоящую боль. Граф сидел у окна и листал какие-то бумаги. Не встал, даже головы не поднял. «Вы опоздали на 3 минуты», — сказал он. «Я шла пешком. Извините, что не прилетела, как летучая мышь». «Вы всегда так говорите?» «Только с теми, кто начинает первым». Я поставила котелок на стол. «Это что?» «Аргумент». «Вы принесли мне суп?» «Нет, я принесла вам доказательство того, что вы правы, а я выгодна». Он посмотрел на меня долгим, холодным взглядом человека, который, возможно, привык пугать им налоговую, слуг и родственников. На меня это подействовало примерно как сквозняк на кастрюлю. Неприятно, но ничего фатального. «Говорите». И я заговорила. О порте, о недооцененной рыбе, о том, что бедняки едят сытно, а богачи тщеславно, и тем и другим можно продать море в миске. И о том, что таверна на такой улице с правильной кухней через полгода станет модной. О том, что ему нужен не просто трактир в списке вложений, а место, куда начнут приходить городские чиновники, купцы и люди с деньгами. О закупке с лодок напрямую, о потоке клиентов, о себестоимости. О том, что если он даст деньги на ремонт и право перестроить заведение, через год его вложения вернутся, а через 2 он сможет презрительно говорить всем, что всегда верил в этот проект. Когда я закончила, граф молчал. Наконец он сказал: «Вы слишком уверены в себе». «Я повар. Это профессиональное». «Вы ничего не знаете о торговле». «Зато знаю о людях. Люди едят не то, что им нужно, а то, что им хочется. А мое дело сделать так, чтобы им захотелось именно у нас». «И почему вы решили, что я вложусь именно в вас?» «Потому что вы съели всю миску вчера, и сейчас делаете вид, будто это ничего не значит». Он почти улыбнулся. Почти. «Ваш главный недостаток, Нина, в том, что вы не понимаете, где надо остановиться». «А ваш главный недостаток, граф, в том, что вы слишком привыкли, что все останавливаются сами». Он встал, подошел ко мне. Высокий, холодный, пахнущий дорогой бумагой, кожей и чем-то сухим, зимним, собранным. Мне ужасно захотелось швырнуть в него чем-то, чисто для равновесия. «Я дам вам деньги, но у меня условия». «У меня тоже». «И это, по-вашему, разумно?» «Нет, но скучно не будет».
Так я получила инвестора и головную боль. Как потом выяснилось, неразделимую. Первые 2 недели я почти не спала. Мы драили зал, выносили старые столы, вычищали жир с потолка. Я выкинула треснувшие миски, старые тряпки, испорченные специи и повара. Последнего с особым удовольствием. На его место я взяла мальчишку с кухни. Его звали Томас, и у него было главное достоинство. Он умел слушать. «Правило первое», — сказала я ему в первый же день. «Рыбу не жарят из мести». «А из чего?» — спросил он серьезно. «Из любви или хотя бы из расчета». А Дракоша занимался тем, что называл теневой логистикой. На человеческий язык это переводилось так. Лазил по крышам, подслушивал разговоры в порту, знал, какая лодка пришла с лучшим уловом, у кого проблемы с деньгами, кто поссорился с женой и поэтому завтра продаст кефаль вдвое дешевле, лишь бы успеть домой к обеду с миром. «Я не шпион», — говорил он. «Я специалист по своевременно найденной информации». Постепенно кухня стала дышать. Ножи затачивались вовремя, в зале появились чистые скатерти и, главное, запах. Запах сливочного бульона, запеченной рыбы, свежего хлеба и еще чего-то, того самого ощущения, ради которого человек идет в ресторан не только набить живот, но и на полчаса поверить, что жизнь к нему, возможно, не так уж несправедлива. Я переименовала заведение. Брок был против. «Старый якорь знают». «Именно. И знают слишком хорошо». «А как будет?» Я написала мелом на доске. «Дом у моря. Рыбная кухня». «Никакого вдохновения», — скривился Брок. «Зато понятно даже пьяным». Граф Дроу пришел проверить ремонт на 4-й день. Разумеется, без предупреждения. Я как раз стояла на табурете и ругалась с маляром, который решил, что белая краска – это совет, а не требование. «Если вы еще раз проведете кистью так лениво, я ею лично вас перекрещу», – сообщала я ему сверху. «Вы всегда разговариваете, как портовой старшина», – раздался за моей спиной холодный голос. «Только когда работаю с мужчинами, которые считают кривую стену философией». Я спустилась и обернулась. Граф стоял посреди зала в идеально черном пальто, словно пришел не в ремонт, а вышел на дуэль с пылью. «Стулья слишком простые». «На них будут сидеть обычные люди». «Вы невыносимы». «Но вы все равно пришли». Он перевел взгляд на новую стойку, на кухонную дверь, на таблички с меню, потом на меня. И впервые в его взгляде было не только раздражение, а и то, что мне нравилось в клиентах больше всего. Осторожное, признанное уважение. «Вы действительно это сделаете», — сказал он. «Что именно?» «Превратите дыру в модное место». «Нет, граф, я превращу дыру в прибыльное место, а мода приложится сама». Он кивнул, а потом увидел дракошу, висевшего на новой лампе. «Почему эта летучая мышь снова здесь?» «Потому что я совладелец», — оскорбился дракоша. «А вы, если уж на то пошло, здесь всего лишь капитал». Я зажмурилась. Граф медленно поднял бровь. «Мне показалось или...» «Вам не показалось. Он разговаривает». «И вы считаете это нормальным?» «С графами я уже смирилась. Смирюсь и с мышами». Дракоша захихикал. Граф посмотрел на него еще секунду, потом на меня. «В вашем заведении, похоже, все будет вопреки здравому смыслу». «Зато вкусно». Он ушел, а я еще долго смотрела на закрывшуюся дверь и думала, что у холодных мужчин есть один недостаток. Если они вдруг начинают тебя интересовать, внутри словно заводят отдельную печь, которую сложно регулировать. «Осторожно!»
пропищал дракоша у меня над ухом. «У тебя тот взгляд, которым женщины обычно смотрят либо на красивых мужчин, либо на свежего тунца». «Замолчи». Значит, я угадал». «Я думаю о прибыли». «Ну, конечно. Именно поэтому ты разгладила фартук после его ухода». Я швырнула в него полотенцем, но он легко увернулся. Иногда я жалела, что у летучих мышей нет привычки уважать личное пространство. Открытие прошло с шумом, который я люблю больше всего. Со звоном посуды, полным залом и звуком монет, падающих в кассу. К полудню у нас закончилась похлебка, к вечеру пироги, а к ночи силы. Брок впервые в жизни молился, вероятно, не о спасении души, а о том, чтобы это не было случайностью. Это была не случайность. Через 3 дня о нас заговорили. Через неделю начали приходить горожане, которые прежде делали вид, что их интересуют только приличные места, а через 10 дней у дверей появился молодой человек с чистыми руками, дорогим ножом и лицом, которое обычно вызывает у женщин глупости, а у мужчин раздражение. «Я ищу хозяйку кухни», — сказал он. «А я ищу людей, которые моют руки перед работой», — ответила я. «Кажется, нам обоим повезло». Он улыбнулся. Улыбка была хорошая. «Меня зовут Марек, я повар». «Соболезную», — сказала я, — «это заразно». «Я слышал о вас, хотел увидеть кухню». «Смотреть бесплатно нельзя. Либо работать, либо есть. А если и то, и другое?» «Тогда сначала работать». Он остался. Сначала на день, потом на 3. Потом я заметила, что он слишком внимательный, слишком ловкий и слишком уж невзначай задает вопросы о закупках, поставщиках и выручке. У меня за плечами было 20 лет кухни и инвестор-аристократ, то есть идиоткой я не была. «Он шпионит», — сказал я дракоше вечером. «Конечно», — согласился тот. «Его прислал серебряный краб. У них упала выручка, а шеф считает, что невозможно проигрывать женщине, если только она не ведьма и не мошенница». «Я и то, и другое понемножку». «Поэтому я с тобой и работаю». «Почему сразу не сказал?» «Хотел посмотреть, как ты догадаешься. Должен признать, быстро для человека». Я вздохнула и наутро вызвала Марека. «Ну что?» — сказала я. «Много уже успел вынюхать». Он не дрогнул. «О чем вы?» «О ценах на кефаль, о времени поставок и о том, сколько раз в день граф Дроу приходит якобы случайно. Не делай вид, что ты хуже, чем ты есть, это обидно». Он молчал секунду, потом усмехнулся. «А если я скажу правду?» «Это сэкономит время». «Меня действительно прислали. Посмотреть, как вы работаете. Понять, в чем секрет. Может, переманить кого-то из ваших». И я остался, потому что у вас впервые за долгое время на кухне пахнет не страхом, а делом. Такое я понимала. Люди, которые по-настоящему любят кухню, узнаются не по ножам и не по форме, а потому, как они смотрят, когда блюдо выходит правильным, как будто внутри у них что-то встает на место. «Почему ты ушел от них?» — спросила я. Марек пожал плечами. «Там умеют украшать тарелки, а у вас кормят людей». Это был хороший ответ. «Ладно», — сказала я. «Тогда правило первое. Еще раз будешь шпионить за моей кухней, я тебя лично разделаю на филе». «А правило второе?» «Не заигрывай со мной во время сервиса». «Значит, вне сервиса можно?» «Вне сервиса я устаю и плохо выбираю жертвы». Дракоша потом хохотал целый вечер. «Поздравляю!» – пищал он. «У нас теперь есть молодой повар, красивые глаза и потенциальный любовный треугольник. Для прибыли это, возможно, вредно, а для сюжета превосходно. Я тебя поджарю. На сливочном масле, пожалуйста. Я хочу умереть достойно». С Мареком работать было легко. Это меня настораживало. Он понимал с полуслова, не жег рыбу, не спорил из упрямства. Умел держать темп и не превращал кухню в театр одного самолюбия,
что для повара уже почти добродетель. И, конечно, граф Дроу возненавидел его с первого взгляда. Это случилось через неделю. Марек как раз выносил в зал тарелки с жареной белой рыбой. Вошел граф, сел за свой обычный стол у окна. Посмотрел, как Марек ставит перед ним блюдо. Потом, как он наклоняется, говорит: «Осторожно, тарелка горячая». Потом, как Марек смеется. И весь зал ощутил, что температура возле графского стола упала на несколько градусов. Он ел молча, очень молча. Потом подозвал меня. «Кто это?» – спросил он. «Повар». «Я вижу». «Ну, в таком случае вы уже знаете больше, чем некоторые мои гости». «Он вам нравится?» Вот тут я чуть не уронила графин. «Простите?» «Я задал простой вопрос». «А я не знала, что в меню у нас сегодня допрос». «Он талантлив», — сказала я. «Этого достаточно». «И молод». «Рыба тоже. Вы ревнуете к рыбе?» «Я не ревную. Я оцениваю риски». «Тогда оцените еще и счет. Он тоже риск, но вполне денежный». Он заплатил, оставил чаевые и ушел так, будто весь мир сегодня вел себя ниже его ожиданий. «Он тебя точно хочет», — сказал Дракоша вечером. «Замолчи». «А молодой повар точно восхищается». «А ты стоишь посреди кухни и делаешь вид, что тебя волнует только рыбный фарш». «Именно так». «Прекрасно. Значит, совсем скоро начнутся настоящие неприятности». Дракоша редко ошибался, к моему глубокому сожалению. Леона вошла в мой ресторан так, будто это был ее салон, а я прислуга, которой следовало исчезнуть до того, как она сядет. Высокая, тонкая, идеальная осанка, платье цвета темного вина и лицо, на котором природа, кажется, очень старалась, но характер потом все испортил изнутри. В городе ее называли по-разному. Старухи – это змея, мужчины – очаровательная госпожа Леона, слуги лучше не злить, а для Дракоши она была бывшая ведьма без метлы. Не в магическом смысле, конечно. Просто когда женщина искусно манипулирует чужими слабостями, народ быстро начинает приписывать ей сверхъестественное. Она села за лучший стол, как будто уже решила, что все вокруг ей принадлежит. Я подошла сама. «Добрый вечер». «Надеюсь», — сказала она, не поднимая глаз. «Вы действительно та самая женщина, из-за которой граф Дроу начал есть внизу холма, а не только у себя дома?» «Я та самая женщина, из-за которой в городе начали различать суп и помои», — ответила я. «А вы?» Она подняла глаза и улыбнулась. О, это была улыбка, которой можно разрушить семью, карьеру и пару слабых республик. «Леона». «Очень коротко. Значит, вы привыкли, что вас и так все знают?» «Обычно да». «Понимаю. У меня тоже это постепенно входит в привычку». Дракоша сверху едва не свалился с балки от восторга. Леона заказала все самое дорогое. Потом съела все медленно, вдумчиво, без единого комплимента. А потом сказала: «Готовите вы, конечно, превосходно. Удивительно, что при вашей манере существования еда получается столь тонкой. А у вас удивительно хорошо поставлен голос для женщины, которая пришла не есть, а мериться ядом». Марек, протиравший бокалы у стойки, едва не фыркнул. Леона это заметила и сразу переключилась. «А, так это тот самый молодой повар», — сказала она сладко. «В городе уже обсуждают, что вы быстро находите утешение в приятных мужских лицах». Я поставила перед ней десерт. «А в городе не обсуждают, что вы слишком много времени тратите на чужие лица, вместо того, чтобы заняться собственной репутацией». «Я всего лишь пришла
предупредить вас. Как любезно. Граф Дроу не любит сюрпризов. Вы не подходите ему. Для ужина или для характера? Ни для чего. Я наклонилась ближе. Госпожа Леона, я выросла на кухне. Там очень быстро учишься отличать важное от лишнего. Так вот, мнение женщины, которая приходит в мой ресторан обсуждать мужчину вместо еды, это гарнир, украшение. А я занимаюсь основным блюдом. Марк потом сказал, что именно в этот момент влюбился в меня окончательно, хоть и безнадежно. Леона ушла красиво. Но, конечно, на этом все не закончилось. Через 3 дня пропал один поставщик, через 5 второй вдруг поднял цену. А через неделю я узнала, что кто-то пустил по городу слух, будто я мелкую рыбу выдаю за благородную и подмешиваю в соусы дешевое масло. «Леона», — сказала я. «Леона», — согласился Дракоша. «Я ее убью». «Нет», — сказал Дракоша, — «гораздо больнее победить ее в живом виде». Это, к сожалению, было верно. Я начала работать жестче. Ввела меню дня, чтобы не зависеть от прихотей поставщиков. Договорилась с лодочниками напрямую. Запустила ранние обеды для портовых рабочих. Сделала фирменный пирог, который можно было брать с собой. И, что особенно важно, перестала стесняться собственной популярности. К концу месяца Дом у моря стал местом, куда приходили все. Матросы, лавошники, чиновники и граф Дроу, который делал вид, будто зашел случайно. «Вы зачастили», — сказала я однажды, ставя перед ним похлебку. «Я проверяю инвестиции». «Ложкой? Это самый честный способ». Я усмехнулась. Он посмотрел на меня. «Вы устали». «У меня ресторан, это хроническое». «Вы похудели». «Простите?» «Это наблюдение, не комплимент». «Жаль, я уже почти разомлела». «Нина», — сказал он тихо, — «будьте осторожнее с Леоной». «Так вы все-таки знаете, что она здесь делает?» «Я знаю, что она никогда ничего не делает просто так». «Как и вы». Я смотрела на него и думала, что хуже ледяных мужчин только ледяные мужчины, которые вдруг начинают заботиться. Потому что после этого их уже сложно воспринимать как чистое зло. «Спасибо», — сказала я наконец. Он кивнул. И впервые за все время не стал делать вид, что пришел только за супом. 3 котят появились у нас на кухне в тот же день, когда я окончательно поняла. Бизнес — это не когда ты варишь хороший суп, а когда одновременно решаешь 8 катастроф, ни пролив, ни бульона, ни достоинства. Первого принес Томас, рыжего, костлявого, с мордой сироты и голосом маленькой пилы. «Он был в коробке у рыбного ряда», — сказал Томас. «Его бы утопили». «Отлично», — сказала я. «Нам как раз не хватало еще одного рта». Второго притащил Марек, серого, полосатого, злого. Он пытался украсть у меня сардину. Третьего внесла сама судьба в лице Дракоши. Точнее, он с оскорбленным видом спланировал на стойку, держа в лапах крошечный черный комок. «Не смотри на меня так. Я не размяк. Эта дрянь сидела в муке и шипела на меня так, будто я налоговый инспектор». «Значит, остается», — решила я. Так у нас появились рыжий, полоска и черныш. Идеально для ресторана? Нет. Идеально для склада, где постоянно кто-то пытался жрать наши припасы? Да. Котята росли среди мешков с мукой, с запахом рыбы, окриков, ножей и общей нервной энергии успешного заведения. То есть почти как дети шеф-повара, только благодарнее. А тем временем проблемы перестали быть мелкими. Сначала пришли люди из гильдии трактирщиков. 3 мужчин с лицами, на которых было написано «Мы родились, чтобы мешать тем, кто работает лучше нас».
«У вас нет права использовать отдельную вывеску без согласования», — сказал первый. «У вас нарушен порядок поставок», — сказал второй. «И еще слишком длинное меню для заведения вашего класса», — сказал третий. И я посмотрела на них и вдруг очень ясно поняла, как чувствует себя рыба, когда на нее одновременно смотрят трое голодных идиотов. «Господа», — сказала я, — «если вы закончили перечислять поводы, которые придумали по дороге, может, перейдем к главному?» «К какому?» «К тому, что у вас пустеют залы». «Это к делу не относится», — процедил один из них. «Конечно, относится. Когда мужчина приходит ко мне и начинает обсуждать таблички, он почти всегда хочет денег или признания. Они попытались выписать штраф, а я отправила за графом Дроу. Это была мелкая злорадная радость, но очень приятная посмотреть, как трое гильдейских надутых индюков теряют уверенность, когда в зал входит человек, на чьем лице написано, что он может купить их столы и, возможно, их наследников. «Проблемы?» — спросил граф, подходя к стойке. «Незначительные», — сказала я. «Паразиты в административной форме». «Понятно». Он даже не повысил голос. Просто посмотрел на бумаги, на печати, на фамилии, потом на господ из гильдии, и те внезапно вспомнили, что у них, кажется, очень срочные дела в другом конце города. Когда дверь за ними закрылась, я выдохнула. «Ну, я способна и сама защитить свой ресторан». «Я не сомневаюсь», — сказал граф. «Но иногда выгоднее, чтобы вас боялись не только за язык». «Значит, теперь меня будут бояться за знакомство с вами?» «Вас и без меня есть за что бояться». Это, как ни странно, прозвучало почти нежно. Почти. Куда хуже была налоговая. Она пришла не сразу. Сначала я нашла в старых книгах Брока записи о долгах, о которых он забыл упомянуть. А потом выяснилось, что на таверне висит старое взыскание. А потом, что если кто-то в нужный момент подтолкнет бумаги, нас могут закрыть на основании долгов прежнего периода. «Кто-то подтолкнет?» – спросила я. «Леона, гильдия, обиженные конкуренты. Сама судьба», – перечислил Дракоша. «Выбирай, кто тебе сегодня неприятнее». Я выбрала всех и начала готовиться к войне. Поворотным моментом для нас должен был стать большой ужин. Городской совет устраивал закрытый прием для купцов, чиновников и нескольких благородных господ. Граф Дроу настоял, чтобы кухню доверили мне. «Почему?» – спросила я. «Потому что вы накормите их лучше всех». «А настоящая причина?» «Потому что если вы справитесь, вас перестанут считать случайностью». Я составила меню из 5 подач. Маленькая соленая рыба на хрустящем хлебе, теплый паштет из копченой скумбрии, белая рыба в легком соусе с корнем сельдерея и в финале моя похлебка, простая, густая, пахнущая морем и луком. «Суп в финале?» – ужаснулся Брок. «Да, на приеме для знати?» «Именно. Потому что все ждут павлина, а я дам им то, что заставит их вылизать ложки». Марк хохотал. «Ты безумна». «Да, но у меня хорошие специи». А за день до приема пропала рыба. Вся лучшая партия, заказанная под ужин. Лодка не пришла. На рынке мне клялись, что шторм. Дракоша принес правду через час. «Не шторм», — сказал он. «Перекупили. Целиком. За наличные. Угадаешь, кто?» «Леона?» «Нет, ее новый друг из Серебряного краба. Видимо, она решила, что если не может тебя заткнуть, то хотя бы оставит без главного ингредиента». Я медленно закрыла глаза. На кухне стояла гробовая тишина. Марк спросил: «Что делаем?» «Работаем», — сказала я. «Без рыбы?» — осторожно спросил Томас. «Без хорошей рыбы, а это не одно и то же». Я развернулась к Дракоше. «Ночной рынок». Он оскалился. «Я уже люблю этот план».
Найди все, что плавает, пахнет честно и не стоит, как приданое герцогини. Будет. Марк, со мной. Поедем к лодочникам у дальнего мола, к тем, кто не продает через перекупщиков. Они торгуют дрянью. Нет, они торгуют тем, на что никто не посмотрел вторым взглядом. А я посмотрю. Мы вернулись глубокой ночью с 2 ящиками ледяной и мелкой рыбы, 3 огромными морскими петухами, мешком мидий и таким количеством усталости, что даже дракоша не язвил минут 15. «Этого хватит?» – спросил Марк. Я сняла крышку с ящика и улыбнулась. «Хватит, чтобы они все запомнили». А утром я переделала меню. Ничего благородного, показного, только вкус, техника и уверенность. «Мы не будем изображать дворцовую кухню», — сказала я команде. «Мы накормим их так, чтобы после ужина они поняли, все, что ели они раньше, было просто дорогим украшением». Марок посмотрел на меня с тем самым выражением, от которого я каждый раз вспоминала, что молодость умеет восхищаться без осторожности. «Ты сейчас страшно красивая», — тихо сказал он. «Я сейчас страшно занята», — ответила я. И вот тут в кухню вошел граф Дроу. Ну, разумеется, потому что мир не мог упустить случая усугубить ситуацию еще на одну мужскую эмоцию. Он посмотрел на Марока, потом на меня, потом на стол, где лежала рыба. «Вы изменили меню?» «Вы наблюдательны». «Я думал, вы будете в ярости». «Я и есть в ярости». «Вам нужна помощь?» «Простите, что?» «Я задал вопрос, Нина. Не делайте вид, будто вам никто никогда не помогал». «Обычно мужчины предлагают помощь так, словно одалживают мне собственное величие. Вы первый, кто спросил нормально». «Значит, считайте меня исключением». «Мне нужны лед, 2 повозки, и чтобы никто из городских чиновников не шлялся на кухне до подачи». «Будет. И еще, Нина». «Что?» «Если кто-то сегодня попробует вам помешать, скажите мне. 1 раз. Этого будет достаточно». Когда он ушел, Марик выдохнул. «Никогда не видел, чтобы мужчина так спокойно обещал чью-то гибель». «Привыкай», — сказала я, — «у него это, кажется, форма ухаживания». Ужин прошел без единой ошибки. Нет, вру, ошибки были, но их замечала только я, а это не считается. Первую закуску съели с любопытством, вторую с неожиданным удовольствием, после третьей за столами стало тише. А когда подали похлебку, я сама вышла в зал. Граф сидел во главе длинного стола, Леона через 2 места от него, чиновники улыбались своим тарелкам, а купцы нюхали пар. Я стояла у двери и ждала. 1 ложка, 2, 3, а потом кто-то сказал «Невероятно!», а второй «Это же всего лишь суп!». И граф Дроу, не поднимая головы, произнес: «Нет, это причина, по которой ваш повар скоро останется без работы, если вы немедленно не перестанете говорить и не начнете есть». В тот вечер мы победили, так как побеждает хорошая кухня. Через желудок, память и зависть тех, кто надеялся, что у тебя не получится. На следующее утро Марек поймал меня во дворе за рестораном. Он стоял, сунув руки в карманы, красивый, молодой и такой явно решившийся на что-то. «Нина», — сказал он, — «нам надо поговорить». Ненавижу эти слова. После них либо увольняются, либо признаются. «Я не увольняюсь». «Тогда, значит, второе?» «Ты все видишь, да?» Я 20 лет управляла кухней. И я вижу даже то, что люди пытаются спрятать за спиной. Я знаю, что между нами ничего не будет. Но я должен был сказать это хотя бы раз. Ты удивительная. С тобой все вокруг становится живым. И я, наверное, впервые в жизни работаю не ради чужого имени, а ради дела, которое люблю. «Марек», — сказала я, — «ты мне дорог». Самая вежливая форма отказа. «Нет, самая честная. Ты замечательный».
Но я не хочу, чтобы ты становился тенью возле моей кухни. Ты для этого слишком хорош. Это из-за него? Это из-за меня. Он кивнул и вдруг улыбнулся. Тогда можно я хотя бы обгоню тебя в подаче соуса до того, как уйду открывать свое место? Уйдешь? Не сейчас, но когда-нибудь да. Ты научила меня слишком многому, чтобы я остался просто вторым ножом на чужой кухне. И вот тут я поняла, что все сделала правильно. Настоящий шеф не выращивает зависимость. Он выращивает людей, которые однажды уходят и строят свое. «Только назови ресторан не идиотский», — сказала я. А если у Марека? «Тогда я лично сожгу вывеску». Он засмеялся. И именно в этот момент во двор вошел граф Дроу. Ну, конечно. Он остановился, посмотрел на нас, на лицо Марека, на мое лицо, и весь воздух вокруг стал похож на зимнее стекло. «Простите», — сказал граф, — «я, видимо, помешал». Марек отступил. Слишком вежливо, слишком вовремя. «Пойду проверю соусы», — сказал он. «Конечно», — ответила я. Он ушел, граф остался. «Вам что-то нужно?» — спросила я. «Да», — сказал он, — «но, боюсь, не все можно получить». «Попробуйте, вдруг удивитесь». Он сделал шаг ближе. «Вы намерены выйти за него?» Я уставилась на него. «Простите?» «Это уже второй простой вопрос, который вы почему-то считаете оскорблением». «Потому что вы задаете их как допрос». «Хорошо», — сказал он, — «скажу иначе. Этот человек вам дорог?» Я выдохнула. «Да, но не так, как вы думаете», — добавила я. «А как я думаю?» «Как мужчина, который слишком привык к соперникам и слишком мало к честным ответам». Он молчал, я тоже. С крыши, свешившись вниз головой, наблюдал дракоша. «Если кто-нибудь из вас сейчас скажет «оставим это, я укушу обоих», — предупредил он. «Замолчи», — сказала я. Граф перевел взгляд на летучую мышь, потом снова на меня. «Нина, я плохо это умею». «Что именно?» «Все, что не касается денег, документов и людей, которых можно заставить замолчать». «Это, между прочим, впечатляющий список достоинств». «Не издевайтесь». «Я не издеваюсь. Я пытаюсь понять, вы пришли устроить мне сцену ревности или все-таки разговор?» «Разговор». «Отлично. Тогда слушайте. Марек мне дорог. Он талантлив, честен и заслуживает собственной кухни, а не того, чтобы стать поводом для ваших мрачных прогулок по моему двору. А вы мне дороги настолько, что я сейчас вообще веду с вами этот разговор и до сих пор не ушла проверять соусы». «Дорог?» – переспросил он. «О, Господи!» – пробормотал дракоша. «Да, сейчас будут разжевывать чувства аристократу по слогам». Я потерла переносицу. «Граф Дроу, послушайте меня внимательно. Вы невозможный, высокомерный, ледяной, придирчивый человек, который делает комплименты так, будто выдает судебное присписание. Вы приходите сюда проверять инвестиции 5 раз в неделю. Ревнуете молча так громко, что у меня вино стынет в графинах. И каждый раз смотрите на меня так, будто очень не одобряете собственный вкус. И если вы еще раз решите разговаривать со мной тоном владельца, а не мужчины, я выкину вас вон». «Понимаю». «Правда?» «Нет, но очень стараюсь». «Хорошо. Тогда начнем с простого. Вы не имеете права допрашивать меня о мужчинах во дворе моего ресторана». «А если не во дворе?» Я посмотрела на него, он почти улыбался. «Учитесь», — сказала я. «Я быстро учусь, если учитель достаточно жесток». «Вам повезло».
«Я пришел не только за этим», — сказал граф. «Завтра вечером у Леоны будет прием. Полгорода приглашено, и мне наверняка придется там быть». Соболезную. Она собирается ударить по вам публично. Как именно? Пока не знаю, но слишком настойчиво интересуется вашими поставщиками, долгами и происхождением. Мое происхождение, кухня и характер. Этого достаточно? Для вас да, для города не всегда. Хотите сказать, что ей снова мало просто строить мне мелкие пакости? Хочу сказать, что когда женщина вроде Леоны начинает собирать сведения, это значит, что она готовит не сплетню, а представление. Прекрасно, сказала я. Я ненавижу чужие представления, особенно если билеты продают без меня. Приходите. На ее прием? Да. И что я там буду делать? Побеждать. Как коротко и бессердечно вы умеете описывать катастрофу. Вам идет. И он ушел, оставив после себя запах дорогой бумаги и проблемы, в которую я уже мысленно воткнула вилку. Дракоша спикировал вниз. «Ты пойдешь?» «Конечно, нет», — сказала я. То есть да. «То есть мне нужно платье, которое не оскорбляет женщин одним фактом существования». Это уже хуже любого заговора, сочувственно сказал он. Платье для приема Леоны нашлось у одной вдовы, которая прежде держала модную лавку, а теперь держала весь квартал в курсе, кто с кем живет, кто носит и почему это плохо заканчивается. Она посмотрела на меня, на мои плечи и лицо и объявила: «Вам нужен не фасон, вам нужно оружие». В итоге на мне оказалось темное, почти черное платье с мягкой юбкой и рукавами до локтя. Ничего вычурного, но сидело оно так, что я вдруг увидела в зеркале не кухонную труженицу, не попаданку и даже не шефа, который привык прятаться за фартуком, а женщину, упрямую, красивую, опасную. «О, — сказал Дракоша, увидев меня, — теперь я понимаю и графа, и молодого повара, и, возможно, даже налогового инспектора. И еще слово, и я надену тебя вместо воротника». «Не надо, я не к лицу строгим брюнеткам». Прием у Леоны был именно таким, каким я ожидала. Дорогим, душным и переполненным людьми, которые улыбаются так, будто всю жизнь тренировались любить друг друга через силу. Дом ее сиял свечами, вино было хорошим, закуски посредственными. Граф встретил меня у входа. Задержался взглядом на секунду дольше, чем следовало приличному мужчине. Он предложил мне руку, я взяла, и мы вошли вместе. О, лица вокруг стоили половины всех моих прошлых унижений. Женщина с кухни, под руку с графом Дроу, в доме Леоны. Если бы сплетни могли материализоваться, в зале бы уже давно стоял туман. Сама Леона подошла к нам с улыбкой хозяйки, которая заранее уверена, что поставила ловушку, и теперь только ждет момента дернуть за шнурок. «Граф, как любезно! И вы, Нина, я рада, что вы все-таки пришли». «Не сомневаюсь», — сказала я. «Ради такого случая вы, наверное, даже приказали не экономить на свечах». «Я люблю, когда вечер запоминается». «Я тоже», — ответила я, «особенно если в конце никто не умирает от скуки». Я осматривалась, граф тоже. Его лицо стало особенно холодным. Значит, он что-то ждал. И оно случилось. Примерно через полчаса Леона, как и полагается женщине с театральной жилкой и отсутствием совести, попросила внимания гостей. Разговоры стихли. «Дорогие друзья», — сказала Леона, — «в нашем городе последнее время много говорят о новых людях, о таланте, который возникает словно из ниоткуда.
И, конечно, всем интересно, на чем они построены. Я взяла бокал. Граф чуть повернул голову в мою сторону. «Не вмешивайтесь раньше времени», — сказала я. Леона тем временем продолжала. «Мне стало известно, что некоторые заведения добиваются роста не только трудом, но и, скажем так, не вполне прозрачными отношениями с поставщиками, чиновниками и благородными покровителями». Леона вынула бумаги. «Вот здесь, например, копии старых долгов и сведения о том, что хозяйка известного рыбного ресторана еще недавно была обычной служанкой без имени, капитала и положения. И право, всем нам интересно, как именно такие женщины за считанные месяцы получают деньги, льготы и внимание графов. А, вот куда она била. Происхождение». В зале зашуршали. Я поставила бокал на поднос проходящего слуги и шагнула вперед. «Ну что ж», — сказала я, — «раз уж вечер все-таки решили посвятить мне, позвольте хотя бы участвовать». Леона улыбнулась. «Конечно, я лишь хочу ясности». «Нет», — сказала я, — «вы хотите унизить женщину, которая оказалась успешнее вас там, где вы привыкли побеждать лицом и слухами. Но ясность я вам обеспечу». Да, еще недавно я была бедна. У меня не было имени, которое открывает двери раньше, чем вы постучали. Да, мой ресторан вырос быстро, потому что, представьте себе, некоторые люди умеют работать. Я не получила ничего даром. Я вставала до рассвета, ложилась после заката, сама драила полы, торговалась на рынке, отбивалась от гильдий и чужой зависти. И если кому-то из присутствующих кажется, что успех женщины обязательно лежит через чью-то постель, это говорит не обо мне. Это говорит о том, насколько убога его фантазия. Кто-то кашлянул, кто-то опустил глаза. Леона стояла все еще улыбаясь, но уже чуть менее уверенно. «Это очень красиво», — сказала она, — «но бумаги остаются бумагами». «Разумеется», — ответил граф Дроу и шагнул рядом со мной. И вот теперь в зале стало действительно тихо. «И раз уж вы решили размахивать ими публично, госпожа Леона, давайте покажем все, включая те, где указано, что долги были реструктуризированы. Льгота утверждена, а заведение соответствует всем требованиям. Или, может быть, вам не сообщили, что ваши сведения устарели?» Леона побледнела. «И также», — сказал граф, — «мне крайне любопытно, каким образом в ваших руках оказались копии городских документов. Надеюсь, на этот вопрос ответит не только ваш адвокат, но и городской совет». Леона открыла рот, потом закрыла. И именно в этот момент, как по воле справедливости, сверху сорвался дракоша. Он, видимо, так увлекся драмой, что запутался лапой в бахроме и шлепнулся ровно на стол с закусками. «Я планировал эффектнее!» — возмущенно завопил он. Пауза лопнула, кто-то ахнул, кто-то засмеялся. Я засмеялась первой. Потом граф... Нет, не засмеялся, но его лицо стало таким, будто он отчаянно борется с приличиями. А Леона проиграла, потому что главная беда любой интриги — она требует серьезности. А если в самый важный момент на ваш стол падает говорящая летучая мышь и заявляет, что планировала эффектнее, публика уже никогда не будет бояться вас, как раньше. Мы ушли через 5 минут под руку, гордо, с дракошей у меня на плече. На улице я остановилась
И только тогда поняла, как дрожат у меня руки. Граф это тоже заметил. «Нина, не сейчас», — сказала я. «Если вы сейчас начнете говорить что-то разумное, я либо разрыдаюсь, либо поцелую вас прямо у ее крыльца. А это слишком хорошее зрелище, чтобы дарить его ей бесплатно». Он посмотрел на меня, на мои руки, на губы, а потом сказал очень тихо. «Я могу подождать до угла». Какое великодушие! Это максимум, на который я сейчас способен. Тогда идемте до угла. Дракоша выразительно закрыл себе глаза крыльями. «Ненавижу быть третьим лишним!» Пробурчал он. До угла мы шли молча. И это было, пожалуй, самое громкое молчание в моей жизни. Дракоша, как истинный тактик, улетел вперед. Проверить путь, как он сказал. Лжец крылатый. Дал нам пространство. Но я это запомнила. Когда мы остановились, граф повернулся ко мне. «Теперь можно?» – спросил он. «Что именно?» «Говорить разумное и спокойное». «Попробуйте». Он посмотрел на меня так, как не смотрел еще никогда. «Я ненавижу», – сказал он, – «когда вас пытаются задеть. Ненавижу, когда вы каждый раз выходите против этого одна, будто иначе нельзя. И я, кажется, окончательно перестал понимать, как можно приходить к вам только за супом». «Это чудовищно неловкое признание», — сказала я. «Я предупреждал, что не умею». «Зато честное». «Это я тоже умею плохо, но с вами почему-то получается чаще». Он подошел ближе, очень медленно. «Нина», — сказал он, — «если вы сейчас скажете «нет», я уйду. Если скажете позже, я подожду. А если скажете «да», я, вероятно, впервые в жизни перестану думать хотя бы на минуту». Какой угрожающий набор перспектив. Я стараюсь быть убедительным. Это вы тоже делаете как доклад? Нина. Да. Не издевайтесь, иначе я собьюсь. Вот тут я улыбнулась, подняла руку, коснулась его щеки. «Да, граф», — сказала я, — «но если вы поцелуете меня как инвестицию, я вас укушу». «Справедливо». И он поцеловал меня так, будто долго запрещал себе это делать, и теперь совершенно не видел смысла останавливаться на полумерах. Ну вот, все, конец спокойной жизни. А я ответила ему так, будто тоже слишком долго была занята выживанием и делом, чтобы позволить себе такую роскошь. Когда мы все-таки оторвались друг от друга, я стояла, упершись ему лбом в плечо, и смеялась. «Что?» – просил он. «Да ничего, просто удивительно. Меня убила рыба-фугу, я очнулась в чужом теле, открыла рыбный ресторан, а теперь целую графа у дома женщины, которая мечтала меня опозорить. Если это не сюжет для дурного романа, это я вообще не знаю, что тогда». «В дурном романе, полагаю, я был бы добрее». «И скучнее. Тогда хорошо, что я не стараюсь». Граф подал мне руку. «Я отвезу вас домой». «Домой? Вы хотели сказать в ресторан?» «Я и сказал». После вечера у Леоны события покатились с той приятной скоростью, которая бывает только после хорошей бури, когда все лишнее смыто, а все нужное вдруг становится видно. Во-первых, городской совет очень заинтересовался тем, как именно Леона добывала документы. Оказалось, один мелкий чиновник, слишком влюбленный в ее лицо, решил быть полезным и стал очень несчастным, когда этим заинтересовался граф Дроу. Во-вторых, Серебряный краб внезапно лишился 2 поставщиков и 3 важных клиентов. В-третьих, Марк пришел ко мне через неделю и сказал: «Я нашел помещение». «Большое?» «Нет, и слава богу». «На какой улице?» Он назвал квартал у Восточного рынка. Я кивнула. «Хорошее место, шумное, живое. Когда открываешься?» «Через 2 месяца. Если хозяин не передумает, а крыша не рухнет». «Крыша ерунда.
Главное, чтобы повар не рухнул раньше. Ты поможешь мне с меню? Конечно. Но если назовешь хоть одно блюдо моим именем, я тебя прокляну. Я назову его «Самая упрямая треска в империи». Тем более. Марок ушел красиво, с уважением, с подаренным мною ножом и с обещанием, что однажды мы поссоримся из-за лучшей ухи на побережье. «Поссоримся», — сказала я, — «но выиграю все равно я». Котята перестали быть котятами и превратились в трех очень уверенных в себя котов. Рыжий наглый, полоска деловой, черныш философски злобный. Они ходили по складу, гоняли крыс, воровали обрезки рыбы и почему-то пользовались у гостей такой популярностью, будто я их не кормила, а специально нанимала для уюта. Граф стал приходить еще чаще, теперь уже без всяких предлогов. Иногда на обед, иногда вечером. Иногда просто стоял у двери с тем видом, будто пришел убедиться, что я не сгорела вместе с печью. Осень принесла ветер, большой улов и славу, которую уже невозможно было выдавать за случайность. О нас писали в городских листках, к нам ехали из соседних портов. И в какой-то момент я поняла, что у двери стоят не просто гости, а очередь. Состоятельные господа заранее бронировали столы. Матросы гордо говорили, что знают меня еще с тех времен, когда она только начинала. Мы расширили зал, сняли соседние помещения, ввели поздние ужины и зимнее меню. На вывеске появилось новое название «Дом у моря. Лучший рыбный ресторан». Под Новый год, нет, не тот Новый год, к которому мы привыкли, а местный зимний праздник фонарей и соленого ветра, городской совет вручил нам серебряную табличку за вклад в развитие городской кухни и торговли. Брок плакал, Томас сиял. А Дракоша требовал отдельную табличку за стратегические заслуги и угрожал подать апелляцию. Я держала этот металл в руках и вдруг ясно почувствовала две жизни сразу. Одну прошлую, где я была шефом, уставшей, большой, громкой, живущей между сервисами и редкими выходными. И эту, новую, странную, где мне выдали чужое тело, грязный подвал, говорящую летучую мышь и шанс сделать все заново. Я, наверное, не должна была быть благодарна Фугу. Но, возможно, чуть-чуть была. Совсем чуть-чуть. Не настолько, чтобы простить ученика, но настолько, чтобы не злиться на судьбу. Праздновали мы, конечно, у себя. С полным залом, с музыкой, с Дракошей, который с потолка принимал поздравления, и с графом, стоявшим у двери кухни и смотревшим на меня тем взглядом, от которого я до сих пор иногда забывала, что в руках у меня нож. «Что?» – спросила я. «Ничего». «Неправда. У вас лицо человека, который либо собирается объявить войну, либо сказать глупость». «Возможно, и то, и другое». «Уже страшно». Он протянул мне маленькую коробочку. Я уставилась на нее, потом на него. «Граф, если там кольцо, я вас предупреждаю. Я способна устроить скандал прямо у котла». «Там не кольцо». Я открыла. Внутри лежала маленькая серебряная ложечка с тонкой гравировкой, морская волна, летучая мышь на ручке и крохотная буква «Н». «Это первый предмет из нового фамильного сервиза ресторана», — сказал он. «И я подумал, что у лучшего рыбного дома в империи должна быть собственная вещь». «На ручке Дракоша?» «Да». «Вы неисправимы». «А вы?» «Я уже давно испорчена жизнью и вами». «Тогда мы квиты». Я закрыла коробочку и вдруг поняла, этот человек готовится к чему-то большему, медленно, основательно, как он все делает. И когда он решится, это будет не порыв, а решение, холодное снаружи и совершенно безнадежно теплое внутри. Я ждала и не торопила.
Иногда любовь взрослой женщины отличается от юной просто умением не хватать момент за горло. Весной, ровно через год после того дня, как я очнулась в подвале, граф Дроу пригласил меня на ужин. «У меня к вам есть деловое предложение», — сказал он. «Вы говорите подозрительно». «Это потому, что я нервничаю». О, это было ново. Ужин накрыли не в особняке, а в маленьком доме на утесе за городом. Дом принадлежал когда-то его тетке. Стол стоял у окна, море внизу шумело так, будто варило собственный вечный бульон. На тарелках была рыба, не моя, но хорошо приготовленная. «Вы сами это устроили?» – спросила я. «Я не настолько безрассуден, чтобы готовить вам рыбу лично». «Мудро». Мы поели, поговорили о пустяках, о том, что рыжий опять уснул в ящике с анчоусами, и только после десерта граф встал, подошел к окну, потом обернулся ко мне. «Нина». «Да». «Я долго думал, как это сделать неотвратительно. Когда вы появились в моей жизни, вы были катастрофой. Громкой, упрямой, совершенно невозможной. Вы спорили со мной с первой минуты. Требовали денег так, будто одалживали их мне. И перевернули не только таверну, но и весь мой привычный порядок». Звучит многообещающе. Я никогда не встречал женщину, к которой мне хотелось бы возвращаться. Как домой. К теплу, к шуму. Я смотрела на него и чувствовала, как внутри у меня становится тихо. Не пусто, а так, как будто все наконец становится на свои места. Он достал из кармана бумаги. «О, нет! Подождите, это не то, что вы думаете». «Вы делаете предложение с документами?» «Частично». «Господи, я встречаюсь с самым опасным бюрократом на побережье». Он подошел ближе и положил бумаги передо мной. Это был новый договор собственности. Ресторан полностью переходил в мое управление. Без возможности для Брока когда-либо снова утопить его в долгах. Доля графа оставалась, но контроль закреплялся за мной. «Вы...» «Это первое», — сказал он. «Потому что я не хочу, чтобы вы когда-нибудь думали, будто обязаны мне чувствами за деньги». «А второе?» Он достал маленькую коробочку. На этот раз уж точно коробочку того самого типа, который заставляет женщин резко пересматривать отношения с кислородом. «Второе состоит в том, что я хочу жениться на вас, Нина. Не потому, что это выгодно, хотя, признаю, с вами вообще все становится прибыльнее, а потому что без вас мой дом пуст, мой ужин скучен, а мой характер нуждается в постоянной корректировке». Я посмотрела на него, потом на коробочку. Это самое романтичное торговое предложение в моей жизни. «Значит, у меня есть шанс?» Я встала, взяла коробочку, сунула ему обратно в руки. Он явно побледнел изнутри. «Нина, наденьте сами, раз уж вы на это решились. Не лишайте меня хотя бы красивого момента». Он открыл коробочку. Там было кольцо. Простое, тонкое, с маленьким синим камнем, как море вечером. «Да», — сказала я. «Да, граф. Но предупреждаю сразу. Я не перестану спорить, работать по ночам, таскать котов на склад и ругаться на тех, кто пересаливает бульон». «Я и не рассчитывал». И он надел мне кольцо на палец, а потом поцеловал. И в этот момент снаружи, разумеется, раздался душераздирающий вопль дракоши. «Я знал! Я проиграл 10 монет, но я знал!» Я оторвалась от графа и засмеялась. Он подслушивал? Без сомнения. И спорил на нас? Несомненно. «Я его убью!» «В очередь», — сказал граф. Эпилог. Через полгода после помолвки Дом у моря уже официально назвали лучшим рыбным рестораном в империи. Я не спорила. Зачем спорить с правдой? У нас было 2 зала,
свой коптильный дворик, штат, который уже не впадал в обморок от моего голоса, а просто ускорялся. Томас вырос в толкового су-шефа и начал смотреть на новичков тем страшным взглядом человека, которого хорошо воспитали на кухне. Марек процветал на восточном рынке, периодически присылал мне свои новые блюда на пробу. Брок перестал ныть и начал носить жилеты еще ярче. Леона уехала из города, говорили, что в столицу. Дракоша окончательно объявил себя директором по особым поставкам и скрытым преимуществам. Рыжий полоска и черныш выросли в 3 наглых котов, ставших живым гербом ресторана. А граф Дроу все еще иногда заходил на кухню без предупреждения. В тот вечер, который я, наверное, запомню до старости, я стояла у большого котла и пробовала бульон. В зале смеялись, за окном шумело море, а я пробовала суп. «Пересолили», — сказала я. «Только вас и ждут, чтобы вы исправили», — раздался из дверей знакомый голос. Я обернулась. Граф стоял, прислонившись к косяку, со своей обычной невозмутимостью человека, который выглядит так, будто родился сразу взрослым и недовольным, а потом по ошибке влюбился в повара. На его лице играла улыбка. «Вы пришли в самый разгар обеда», — сказала я. «Значит, я вовремя». Я протянула ему ложку. «Пробуйте». Он попробовал. «И?» «Вы правы, пересолили». «Слава богу, а то я уже боялась, что любовь испортила вам вкус». «Нет, только характер». Я фыркнула, добавила в котел горячего бульона, еще раз попробовала и кивнула. Вот теперь хорошо, очень хорошо, так, как и должно быть. Я подняла глаза на графа, на кухню, на людей, на свет в зале и подумала, что, возможно, судьба иногда готовит странно, грубо и с лишним шумом, но если упрямо мешать, вовремя снимать пену и не доверять рыбу идиотам, в конце концов получается отличный бульон. «Граф», — сказала я, — «не стойте, как памятник, проходите. Раз уж вы мой будущий муж, не мешайте на проходе». Он подошел ближе, наклонился и тихо сказал мне в ухо: «Да, шеф». Вот тогда я и улыбнулась. По-настоящему. Как улыбаются люди, которые однажды потеряли все, и потом сами с нуля, с подвала, с упрямства, с летучей мыши и любви построили себе новую жизнь. И она оказалась вкусной. Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилась аудиокнига, поддержите ее лайком и комментарием. Для нас это действительно важно. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждут новые миры, магия, любовь и истории, в которые хочется возвращаться снова и снова. До скорой встречи!